Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит в мире. Последняя информация. Байден заявил, что США скоро освободят Иран. Уже там в Иране митинги протеста. Иран поставляет вооружение России, эти дроны камикадзе, которыми Россия бомбит Украину. И теперь весь мир объединяется, страны НАТО, США. И Байден заявил, что США скоро освободят Иран от диктатора. Президент Джо Байден заявил, что США в скором времени освободят Иран, добавив, что жители типа этой страны сами освободят себя. Вот он сделал тут заявление такое. Американский лидер сделал данное утверждение, выступая в четверг в Калифорнии на предвыборном мероприятии. И Байден, его фотографии, он говорит, что не беспокойтесь, мы освободим Иран. Так что впереди будет много событий разных. И этот самый президент Ирана Раиси ответил Байдену: Иран никогда не станет вашей дойной коровой. Так, сейчас знакомлюсь, что здесь пишут подробнее. США играет ведущую роль в войнах и кровопролитиях, разрушает интересы нации, чтобы обеспечить свои собственные интересы. Об этом заявил президент Ирана Ибрахим Раиси. Так, Раиси в ответ на слова президента США Джо Байдена, что США освободят Иран, заявил: Иран обрел свою свободу 43 года назад и полон решимости не оставаться в плену. Исламская республика Иран не станет вашей дойной коровой. Раиси отметил, что США готовы уничтожить множество людей по всему миру, чтобы служить своим интересам. Сейчас там была в Иране демонстрация по случаю дня 13-го Абана. Проходит в 900 городах Ирана. В общем, сейчас это событие. В Тегеране демонстрации проходят у бывшего посольства США. Демонстранты в иранской столице скандируют лозунг «Смерть Америки» и жгли флаги США. Так вот, у них 43 года, извиняюсь, тому назад был освобождение Ирана, и там иранские студенты захватили американское посольство в Тегеране в знак протеста с неоднократными заговорами Соединенных Штатов против Исламской Республики. В общем, Раиси настроен агрессивно и говорит, что мы никогда не будем вашей дойной коровой. А в самом Иране новый всплеск, митинги протеста идут по всей стране. Иранцы продолжают выходить на акции протеста, несмотря на растущее давление со стороны силовиков. Накануне десятки людей скандировали «Долой диктатора». На улицах города Синеджедж, а жители нескольких районов Тегерана каждую ночь выкрикивали лозунги из окон своих квартир. В ответ на это полиция стреляет в здания и бросает в них светошумовые гранаты. Вот здесь расстреляли плакат, прямо стрельнули, тут видите взрыв. В Иране протестующие против режима МУЛ бросают гранаты в транспарант с изображением Хамейни и поджигают его, подожгли. Я вам оставлю ссылку на этот ролик, сами посмотрите. Так, еще в Иране протестуют против режима МУЛ и бросают, огни, то есть, это коктейли Молотова. Они сожгли баннер с изображением иранского генерала Сулеймани, и он горит тут. И еще протестанты уже прямо в открытую забрасывают камнями силовиков, представляете, уже конкретно уже берут и камнями их забрасывают, в Тегеране. Так, еще что тут пишут. Протестующие вышли на улицы в четверг в 40 дней с момента смерти 22-летней Хадис Наджафи, которая погибла во время протестов. Сейчас уже очень много пострадало сотрудников полиции в Иране во время беспорядков. Есть даже, может быть, и погибшие. И уже подняли вертолеты, чтобы усмирить этих протестующих. И это уже протесты в Иране идут уже 7 недель. Они начались после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нрава задержала за неправильное ношение хиджаба.
По данным правозащитникам, за это время от силовиков погибли около 280 человек. Среди них по меньшей мере 45 детей. Идет расстрел, я говорю, мирных, ну как демонстрации идут, да, против этого тирана, потому что у них там диктатор, и он не жалеет людей, расстреляли 280 человек. И дети даже еще погибли. Много этих азербайджанцев погибло, я точно знаю. Выходили молодые парни на митинги протеста, их расстреляли. Помню, я делал ролик. Я вам оставлю ссылку на этот ролик, сами посмотрите, что происходит сейчас на улицах Тегерана. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.